корейской кухне достаточно много блюд из рыбы и морепродуктов, но особо на их фоне выделяются горячие, густые и острые супы из морской рыбы. И как вы уже поняли из названия, сегодня мы с вами приготовим популярный корейский суп из минтая, который называется тонте чиге. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, дальневосточный минтай в корейской кухне занимает особое положение. Корейские шеф-повара зачастую ставят его в один ряд с треской, так как по своим вкусовым и полезным качествам минтай ей практически не уступает. Также ими подчеркивается особо важное качество минтая, а именно, что он не обладает таким привычным сильным рыбным ароматом, из-за чего с ним сочетаются практически любые ингредиенты. Ну а вкус блюд с ним получается по-настоящему гармоничным. Тонте чиге — это популярный корейский суп из дальневосточного минтая, который обычно готовят осенью либо зимой, так как считается, что он отлично согревает и наполняет тело полезными нутриентами в суровое время года. Однако его готовят и на праздничные застолья, а также на посиделки с друзьями, где он отлично сочетается с бутылочкой холодного соджу. В общем, устраивайтесь поудобнее, ну а я приступаю к готовке. Итак, первым делом давайте замочим минтай. Я взял замороженную рыбу, нужно положить ее в глубокую емкость, залить холодной водой и дать ей разморозиться. После необходимо хорошо промыть минтай, особенно места, где есть кровь рядом с костями. Если у вас филе, то просто разморозьте. Пока наш дальневосточный минтай размораживается, давайте подготовим овощи. Репчатый лук надо нарезать перьями, либо полукольцами. Вообще репчатый лук в этом рецепте не обязателен. Но лично я очень люблю лук, поэтому готовлю с ним. Далее нарезаем редьку. Нарезаем крупно. Сначала поперек на такие большие куски, а далее на такие вот прямоугольники. Тофу тоже нарезаем крупно, также на такие прямоугольники. Лук-порей я обычно разрезаю вдоль пополам, а уже потом делю на такие вот равные части. Зеленый лук просто мелко шинкуем. Стручковый перец нарезаем на вот такие вот овальчики. Суп будет острым, поэтому добавлять стручковый перец не обязательно, но он дает очень приятную пикантность. Если не хотите, чтобы блюдо было острым, тогда добавьте вместо стручкового перца 30 грамм красного болгарского перца. Теперь давайте смешаем соус для супа. В глубокую миску кладем 2 столовые ложки измельченного чеснока, 1/3 столовой ложки измельченного имбиря, добавляем 1 столовую ложку рыбного соуса, 1 столовую ложку красной перцовой пасты кочуджан, далее кладем половину столовой ложки соевой пасты твэнджан, добавляем 7 столовых ложек соевого соуса, 2 столовые ложки красного молотого перца кочукару и теперь тщательно перемешиваем. Соус готов. Наш дальневосточный минтай тем временем разморозился. Слейте воду, посушите бумажными полотенцами. Самое время сварить суп. Берем кастрюлю, либо сотейник, желательно широкий. На дно выкладываем нарезанный репчатый лук. Сверху кладем нарезанную редьку. И теперь уже поверх выкладываем минтай. Вливаем 1,5 литра воды. Доводим до кипения. Как видите, образовалась пенка, которую, если хотите, можно убрать. Но делать этого не обязательно. Как суп начнет активно кипеть, добавляем соус. С помощью ложки помогаем ему раствориться в бульоне. И варим так 15 минут на умеренном огне. Выкладываем лук-порей.
Если у вас нет лука-порей, то можете заменить на лук-батун. Теперь кладем в суп тофу, нарезанный стручковый перец, но не весь. Оставьте немножко, чтобы потом украсить готовое блюдо. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук. Теперь варим еще 5 минут. Можете добавить остатки лука-порей. Далее украшаем это все стручковым перцем. По желанию можете добавить столовую ложку кунжутного масла. Можете добавить мелко нарезанный сельдерей, либо зелень петрушки. В Корее обычно добавляют омежник лежачий, но его можно заменить на вышеупомянутые аналоги. Итак, суп готов. Подавайте на стол горячим, обязательно с рисом и другими корейскими закусками. Приятного аппетита! Друзья, этот суп очень пряный, в меру острый, и у него яркий запоминающийся вкус, поэтому обязательно приготовьте, я уверен, вам понравится. Как вы видите, этот суп готовится очень просто и быстро, ну а дальневосточный минтай доступен в каждом магазине. Надеюсь, видео вам понравилось, и вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно гляньте другие мои видео с рецептами, а также обзоры на еду и рестораны Южной Кореи. Ну а я напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр, и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!